ночью новая танковая часть под усиленной охраной прибыла на станцию. Помимо 34-ок, с платформ сгружали еще какие-то громоздкие конструкции, укутанные брезентом. Планы советских войск в Белоруссии хранились в строжайшей тайне. Но что за секретный груз был доставлен, раскрылось уже через несколько дней на учебном полигоне. Т-34 с грохотом толкали впереди себя тяжелые стальные цилиндры. Такие необычные танки в сухопутных войсках прозвали тральщиками. Прокатываясь по начиненному минами полю, их тяжелые катки подрывали взрывчатку в снарядах и таким образом прокладывали дорогу идущим сзади танкам и пехоте. Два полка подобных инженерных танков тщательно охранялись службами Первого Белорусского фронта. Командующий фронтом генерал Константин Рокоссовский берег тральщики до наступления, планы которого держались в тайне. Со стороны могло показаться, что советские войска в Белоруссии усиленно готовятся к обороне. Днем с воздуха хорошо было видно движение в одном направлении, с фронта в тыл. Все делалось для того, чтобы убедить противника. Данный участок ослабляется и уходит в глухую оборону, а наступление готовится в другом месте. В письме к Черчиллю от 6 июня 1944 года, в день высадки англо-американских войск в Нормандии, Сталин напишет: «Летнее наступление советских войск, согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта». Какой участок окажется важным, не сообщалось даже высшим руководителям союзников. Тем временем Третий Рейх ушел в глухую оборону. Во Франции немцы с тревогой ожидали высадку англо-американских войск. Группа армий «Север» отступила от Ленинграда. Группа армий «Юг» оставила Крым, и только положение группы «Центр» в Белоруссии казалось немцам стабильным. На этом участке фронта немецкие позиции выдавались далеко вперед, образуя огромный так называемый «Белорусский балкон». Предпринятые зимой советскими войсками попытки наступать в районе Витебска и Орши оказались неудачными. Белорусский балкон держался прочно. С приближением лета командование вермахта не чувствовало себя уверенно. Где начнется новое наступление русских? Куда стягивать танковые армии и авиацию для отражения удара? Успешные действия советских войск на правобережной Украине позволяли сделать вывод, что именно здесь Красная Армия нанесет удар и сейчас, летом 44-го. Поэтому основная мощь немецкой армии, танки и авиация были брошены на юг. Справка. Из 5000 танков, имевшихся на Восточном фронте, немецкое командование оставило в Беларуси меньше 600. На Украине находилось 7 групп немецких истребителей. В Белоруссии осталось всего 2. Группу «Северная Украина» возглавил генерал-фельдмаршал Модель, считавшийся специалистом по организации обороны. Группой армии «Центр» командовал Эрнст Буш, которого Гитлер хотя и ценил, но гением обороны не причислял. Усиление немецких частей в Украине и определило решение Ставки начать наступление в Белоруссии. Здесь, в белорусских лесах, в первые дни войны Красная Армия потерпела одно из самых крупных и горьких своих поражений, за которое теперь планировала рассчитаться сполна. Разработанную операцию назвали «Багратион». Готовившийся Ставкой план предусматривал цепочку ударов. Сначала предполагалось окружить и уничтожить врага на флангах под Витебском и Бобруйском, а затем, двигаясь на Минск, отрезать пути отхода всей немецкой группировки. Таким образом, советское командование планировало уничтожение всей немецкой группы армий «Центр». Задач подобного масштаба Красная Армия перед собой еще не ставила. К
тому же, столь амбициозный план требовал отказа от шаблонных решений. Командующий Первым Белорусским фронтом Константин Рокоссовский предложил на правом крыле фронта нанести одновременно 2 удара – на Бобруйск и на Слуцк. Причем каждый должен был стать главным. Предложенная тактика шла вразрез с установившимися взглядами, согласно которым при наступлении наносится лишь один главный удар, тогда как остальные играют вспомогательную роль. Константин Константинович Рокоссовский. Герой Первой мировой и гражданской войн. Георгиевский кавалер. Человек редкого мужества, отваги, честности и скромности. В 30-х командовал кавалерийским корпусом. В 1937-м арестован. Находился под следствием, но не дал ложных показаний ни на себя, ни на других. После освобождения в 1940-м возвратился на ту же должность. В начале войны командовал корпусом, затем армией. С 1942 года командующий фронтом. Свое столь смелое предложение Рокоссовскому пришлось отстаивать на совещаниях в Ставке 22 и 23 мая. Заседания же эти проходили достаточно драматично. Предложение нанести 2 удара одновременно подверглось критике. Из воспоминаний Рокоссовского. Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы обдумать предложение Ставки. После каждого такого продумывания приходилось с новой силой отстаивать свое решение. В конце концов, Сталин сказал: настойчивость командующего фронтом доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это надежная гарантия успеха. Предложение Рокоссовского приняли. В 1944 году позиции под Витебском занимала танковая армия генерал-полковника Георга Рейнгарта. К этому времени в ней уже не было ни одного танкового соединения, она целиком состояла из пехоты. Георг Рейнгард начал войну командиром танковой дивизии. Во время наступления на Москву командовал 3-й танковой группой, сменив на этом посту Германа Гота. Довел свои танки до Красной Поляны, расположенной в 15 километрах от столицы Советского Союза. Всего в составе группы армий «Центр» находилось 4 армии общей численностью около 1 миллиона человек. Ни одна из предыдущих крупных советских операций не готовилась с такой тщательностью, как «Багратион». Если бы враг обнаружил подготовку к этому наступлению, то в Белоруссию были бы немедленно направлены немецкие танковые дивизии и авиация из Украины. В лесисто-болотистой местности и без того неблагоприятной для наступления это сыграло бы роковую для Красной армии роль. Поэтому подготовка к операции проводилась в строжайшей тайне. Все перемещения войск происходили исключительно по ночам с соблюдением строжайших мер маскировки. Машины ездили с потушенными фарами. Для ориентировки вдоль дорог выставлялись белые указатели, а задние борта и капоты грузовиков выкрашивали белой краской. Обгоны строжайше запрещались. Движение войск осуществлялось только с 10 часов вечера до 4 утра. Отставшие части с первыми лучами солнца останавливались и маскировались. Днем разрешалось ездить только автомашинам со специальным пропуском, и таких было не более 100 на каждую армию. Контролировали маскировку специально выделенные самолеты, постоянно облетавшие районы сосредоточения. Если летчик замечал местонахождение советской части, то сбрасывал вымпел. Получение вымпела означало позиции войск заметны с воздуха, и командирам следует принять экстренные меры по улучшению маскировки. Жесткие меры секретности строго соблюдались во всей армии снизу доверху.